Вопрос. Как ты себя чувствуешь? Иногда отпускает, но в целом достаточно подавленно и тревожно. Пара сессий с психологом не очень пока помогли, но это ожидаемо. Ощущение какой-то бессмысленности и беспомощности. Вопрос. Ты помнишь свое 24 февраля? Уже после признания ЛНР и ДНР мне было не очень. В тот день еще написал знакомый, его эта новость обрадовала. У нас раньше были не очень приятные разговоры на эти темы, и я не помню уже, что было именно 24-го. Помню, что утром в ленте стало очень много сообщений. И казалось, что это не может быть правдой. Но так казалось достаточно долго. Вопрос. В какой момент ты поняла, что твоя жизнь изменилась? Не знаю, сложно сказать. Это все как-то налипало одно на другое. Каждый день множество сообщений. Я стала еще больше читать новостей, и у меня просто все слилось в какую-то тревожность. Пропала хоть какая-то уверенность в следующем годе, месяце, дне и даже часе. Вопрос. С чем ты просыпалась утром? С чем засыпала ночью? Со слезами. Я плохо помню, просто читала все подряд в надежде прочитать, что вот сейчас все. Но нет, все только дальше. Плюс мне хотелось не просыпаться вообще. Это проходило, но потом опять накатывало. Вопрос. Как изменился твой круг общения? Твоя работа, твой досуг? Мой круг общения особо не поменялся, так как и раньше было немного людей, с кем я обсуждаю такого рода вещи. В моем окружении нет тех, кто рьяно поддерживает государство. Кроме родителей, но я их сюда не отношу по разным причинам. С работой у меня не очень. Компания ушла из России. Нам предлагают переехать. И для меня это больной вопрос. У Ольги Размаховой очень здорово было написано, что мир погрузился во тьму, но она не хочет оставлять свой Хогвартс, хотя он в огне и рядом бродят пожиратели смерти. У меня примерно так же. Я не могу пока найти в себе сил решиться на переезд. Мне страшно тут, но при этом я не хочу мириться с тем, что из-за правительства, которое я ни разу не выбирала, мне приходится делать такой выбор. Говорят, надо смотреть, в каком месте сможешь сделать больше. Зная себя, не уверена, что переехав, я сразу успокоюсь и забуду обо всех проблемах. Вопрос. Изменились ли твои отношения с родителями? Ну, мы это стараемся не обсуждать. Они смотрят телевизор только. Папа что-то еще читает, но у него все равно отличная от моей позиция. Он не любит текущего президента, так как ему не выплачивают целиком пенсию, плюс что многое раздали олигархам. Но он не поверит, что российский солдат может творить что-то недостойное. Поэтому мы не разговариваем на эти темы. Это тяжело, с одной стороны, с другой, я могу понять, откуда у них такое отношение, и я бы не хотела ссориться с ними из-за этого. Хотя, конечно, иногда меня подмывает начать показывать различные статьи, снимки, расследования, но это бесполезно, по крайней мере сейчас, а может и вообще. Вопрос. Много твоих близких уехало? Как ты это ощущаешь и переживаешь? Близких именно никого и никто пока не планирует, хотя одна подруга хотела бы. Часть коллег уезжает, большая часть. Но есть те, кто остается. И мне становится легче, когда я читаю тех, кто мог бы уехать, но не уехал, потому что их сила дает сил мне. Вопрос. Война идет уже 40 дней. Что в твоем ощущении этих процессов изменилось за это время? Психолог говорила, что надо принять это. То есть, что да, война — это ужасно, но это не вымысел и не сон, а новая реальность. И в ней надо жить. Но мне не хочется. Наверное, у меня не очень с адаптацией и поиском смысла сейчас. Читаю Виктора Франкла и понимаю, что это обреченная позиция. Но пока так. Я часто плачу. Иногда просто на улице или в метро. Смотрю на людей и не понимаю, какой смысл вообще в этой жизни, когда такое происходит. 2022 год. Куда мы шли все эти годы? Зачем? И куда мы все, я сейчас не только про Россию, придем? Вопрос.
Чем и как ты себя поддерживаешь? Особо ничем. Меня не хватает на физические упражнения. Раньше я старалась заниматься каждый день, а теперь не могу. Зубы даже не всегда чищу. Да, это плохо, я знаю, и я понимаю, что кому-то сейчас гораздо хуже, и ради этого кого-то мне надо стараться быть сильнее, чтобы я смогла помочь, когда будет возможность. Но сейчас я не в состоянии никому помочь. Даже себе не очень получается. Вопрос. Есть ли у тебя какое-то ощущение будущего? Или мечта? Ну вот, тут я опять заплакала. Я очень ждала эту весну, потому что до этого у меня был достаточно тяжелый эмоциональный период. И теперь привет. Не знаю. Я понимаю, что все рано или поздно заканчивается. Но мне хотелось бы, чтобы это произошло раньше. Моя мечта — больше добра и понимания в мире. К другим людям, к животным, природе, культуре, к себе, в конце концов.